В этом выпуске вы увидите, как собрать мотоцикл, не имея денег. Выравнивание рамы. Выравнивание бензобака. Выравнивание вилки. Как восстановить резьбу в алюминии. Пескоструйная обработка. Ремонт пластика. Выравнивание траверса. Доработка китайской фары. Как сделать уплотнительные кольца коллектора. Замена прокладки поддона. Замена прокладки подклапанной крышки. Сборка мотоцикла. Реле бензонасоса, диагностика и замена. Реле стартера, диагностика и замена. Как клеить наклейки и винилы на мотоциклы и машины. Всем привет! Короче, равняем раму. Значит, вот как мы сделали. Везде шпильки, везде трубки внутри, чтобы не потерять диаметр под двигатель, ну, размер двигателя, чтобы он потом сюда залез. И визуально видно, если вы видите, смотрите, все ровные, кроме вот этой части. Смотрите еще раз. Видите? То есть, если мерить раму X на X, ну, отсюда до туда, то, ну, есть проем сантиметр впереди. Ну и визуально видно. Вот здесь вмятина, а эта сторона сюда вышла. Ну вот будем пытаться выровнять. Посмотрим, что получится. Или выкинем ее нахуй. Не, выкидывать не будем. Заварим нахуй, соберем как есть говно это ебаное, блядь. Нагреваем нижние части, они самые массивные, их надо дольше прогревать, потом греем верхние части, вот, и потихонечку домкратом ее вытягиваем. Пробуем, осталось совсем чуть-чуть. Что нагрели мы ее, выровняли мы ее, вот, ну не знаю, что по допускам, то есть как бы, вот, сама стала ровная, изгиб этот убрали, ну еще чуть-чуть ее толкнем мы, вот, ни в коем случае не толкайте вот сюда, видите, проломал дырку, очень тонкий здесь, короче, я думал, что это все литье, она пустотелая внутри и очень-очень тонкая стенка, поэтому донкратом выломил дырку. Ну, в принципе, ничего страшного, вот, заварим, все будет отлично. Уже даже были мысли, блядь, выпиливать ее и приваривать, потому что она не равнялась, но потом все-таки пошла. Дольше греть и очень-очень по чуть-чуть все это надо. В общем, сейчас задача у меня поставить колеса, ну, то есть вот задний маятник вставил, сейчас вилку переднюю ставлю, ну и померить межосевой диаметр.
Кто не знает, меряется он. Вот сюда вот вставляется штука. И в переднюю ось. Сейчас поставлю, точно так же вставляется штука. И вот это расстояние, ну, то есть смотрится в мануале. Целиком весь мотоцикл там 2 метра с копейками идет. А эти расстояния 1,390 м, 395 м, 1,400 м. Ну, то есть примерно так. Вот. У меня по мануалу, то есть 395. Ну вот. Нет, подожди, 139. 390 у меня. Вот. 1390. Сейчас будем мерить, смотреть. Если все нормально, значит мы поймали межосевое, ну, расстояние, короче. В принципе, пока все. Все вот так вот у нас лежит. Двигатель отдельно, жопа, вилка, перья, баки, паяльные лампы, которыми раму грели. Рама это не скоптилась, это на ней хозяйственное мыло. Аргончик один посоветовал, говорит, натираешь хозяйственным мылом. Ссылочку, кстати, на аргончика оставлю в описании. Он мне много чего варил. Офигенный человек. Вот, поделюсь с вами. Кому с Гомеля надо будет, имейте в виду. Можете к нему обращаться. Хочу показать, как равняем бак. Не знаю, что из этого выйдет. Пробовали, в общем, мы обратный молоток. Короче, вот такая вот штуковина. Естественно, приваривается она куда-нибудь в бак и обратными движениями все это вытягивается. То есть, как бы, ничего у нас не получается, потому что, в принципе, сварка хреновая, короче, туда-сюда врывает вот прямо дырки из металла. Металл очень тонкий, его просто рвет. Вот, поэтому решили просто попробовать подпилить крючок и выбить его изнутри, так сказать. Эффект уже пошел. Вот. Выглядит это все примерно вот так как-то. Вот. Есть тут очень сильные загибы, вплоть до 3 сантиметров сплющенного металла. Не знаю, что из них получится. Сейчас пробуем. Вот эту сторону уже потянули, сюда чуть его вытянули. Он был очень жестко смят. То есть это уже немножко даже вышел. Пробуем. Люк у него тоже скривился, ушел немножко в сторону. Сейчас все, когда вытягиваем, должен встать на место. Посмотрим, что будет. Туши. Пошел. Как этот загиб? Давай попробуем нагреть его. Нагреем. И будем пилить. А что другое? Ничего не остается больше. Только так. Такой загиб, что просто либо он сейчас лопнет, либо он сейчас порвется, либо мы сейчас что-нибудь его распилим, но что-то мы с ним сделаем. Все, хватит. Так, теперь он горячий, но не будем ложить. Будем на песке. Так, ну я не знаю, что-то повыгибалось там, давай посмотрим. Ну вот они пошли разгибаться, смотри, как они на горячую и разгибаются даже. И возможно мы их полностью и выпрямим. Потому что смотри, если в него сейчас ударять, он начнет полностью выравниваться, да, Саня? Ну, сам шов. И это даже разогнуло, смотри, самый жесткий. Вот сейчас еще раз эту часть греем. И теперь надо вот сюда вот бить. Вот эту всю прогреть и вот это вытянуть. Вот сюда. Ну что, вот мы видим наш бак. Вот он начал выходить, какая-то форма стала у него появляться. В принципе, все складки разровнялись. Одна мелкая трещинка у него получилась, вот где был самый жесткий изгиб. То есть, в принципе, если бы мы дырок не пропалили, то был бы вот это и люк. Значит, вот что у нас вышло. Все, в принципе, формы вывелись, все сохранилось. Нашел очень дешевый бак на разборке, поэтому бак был куплен новый. Коты пьют молоко. Кривое перо. Ну, сейчас уже не буду показывать, как оно кривое. В общем, оно вот такое. Вот. Естественно, по нему нормально не может ходить стакан. Кривой стакан, по нему нормально не может ходить перо. Вот. Короче, сделал алюминиевые проставки, чтобы не царапало ничего. То есть, как бы вот так вот сделал. Вот. Через них сейчас буду греть всю эту часть. Греть буду паяльной лампой. Можно, ну, у кого что есть, короче.
Подробный ремонт и разборку вилки вы можете посмотреть на моем канале в других видео. Так, для всех, кто тоже попробует это сделать, я купил себе новый стакан. Вот. Ну, совершенно другой. Почему? В общем, грели мы его, грели. Ну, я думаю, вы сейчас даже визуально увидите. Я покажу кривизну его. Вот. Ну, то есть, давайте мы их даже вместе приложим. Вот так вот. Вот. Так вот. Вот этот стакан. У него изгиб, ну, вот такой. То есть, как бы он полукругом. Видно это. Этот полностью ровный. Этот, вот видите, вот здесь вот у него вмятина, как бы изгиб. То есть, согнут он примерно вот в этой области. Вот эта верхняя часть сюда загнута. В итоге грели мы его, пытались тиски зажать, ничего с ним не сделаешь. Может отремонтировать его только тот человек, у которого есть фрезерные станки. То есть, как бы, то есть вы зажимаете эту болванку, прогоняете внутреннюю сторону фрезой, чтобы она стала ровной. В общем, что происходит при изгибах? При изгибах ваша внутренняя зеркальная стенка меняется, после чего по ней нормально перо не ходит. То есть выровнять это просто тисками это невозможно. Ну, потому что вы понимаете, что там образовывается там или гармошка, или бугор, или еще что-то. Ну, я вам могу сейчас это показывать досконально, там все объяснять. В общем, суть. Внутри вот эти стенки, они становятся кривыми. И нормального ничего не будет, пока вы не сошлифуете их. Естественно, наждачками, хуячками вы ничего хорошего не сделаете. То есть, это цилиндр, то есть, по которому бегает поршень, так сказать, ну, то есть, перо ваше. Поэтому пришлось поменять, не так дорого они стоят, поэтому как бы поменяю и все, и забуду о проблеме. Следующее. Если его согнуло, то, скорее всего, вы его уже не сделаете. И сделать можно все. Да, я его фактически выпрямил, я могу его дальше выпрямить, он станет ровным, видите, вот так вот, как вообще конкретно кривой. Вот. Он станет ровный полностью, но внутри будут очень большие бугры. И эти бугры надо будет все равно убирать на фрезерном станке. У меня нету знакомых, платить какие-то деньги, дешевле реально купить, наверное, вот это перо и меньше геморроя. Купил и забыл. Вот, поэтому как бы купил перо. 3500 России отдал, 3500 рублей доставка. Было перо за 1500, но дозвониться не смог. Поэтому тут как вы найдете. Не перо, а стаканы, простите меня, оговорился. Еще у меня одна проблема на диске образовалась. У меня тут был сорван болтик. Вот. Я его стал высверливать. Раздорочил вот такую сейчас дуплянку. Почему? Мечиком стал нарезать резьбу. Ну и в быстром темпе туда-сюда, туда-сюда. А где-то его подкусило. Ну, в общем, хрустнуло на меня. Ну, на самом деле, и мечик был такой. Наверное, ему уже все, конец был. Вот. В итоге внутри 2 сантиметра мечика осталось. Выкрутить его просто не получалось. Высверлить мечик нереально. Мечик сделан из стали, которую просверлить нельзя. Все, что можно сделать с мечиком, это раздрабливать металл, потому что он очень хорошо крошится. Ну и в итоге я вот дюбель раз, дюбель 2, там, короче, в итоге дюбелями потихонечку, тук-тук-тук, ну и раскалывал на крошки, крошил, вот, весь его оттуда достал, все там уже нормально стало сейчас, то есть, как бы, да, вот, даже можно резьбу нарезать, но единственное косяк, что верхняя часть вот эта, видите, какая она стала большая. В общем, что можно сделать, если у кого-то случится такое, вы можете вот так вот сделать, подъехать к аргонщику, он вам аргоном чуть-чуть туда сварочки закапывает, вы просверливаете дырочку и нарезаете новую резьбу. Все, проблема решена. Кому интересно, вот, что происходит, ну, естественно, сейчас сверлим. Вот. Сверлим, нарезаем резьбу и, в принципе, все восстановлено. Все сделано, резьба нарезана, болт полностью закручивается. Ну и, как мы видим, полностью выкручивается. Все. Вот так вот у нас все вышло. Поэтому сделать можно все, ребята. Было бы желание. Приехал я вот к Диме, к пескоструйщику, со своими дисками. Вот здесь сейчас буду все пескоструить я.
получилось, в принципе, вот так. То есть, в принципе, все до металла. Видите, да? То есть, еще паука бахнул. И траверсу. Тоже как бы, видите, да? Вплоть до металла все. Сейчас сфокусируется камера. О. Какое все было, какое все стало. Обул я колесики свои. Сейчас будем собирать мои мотоциклы. Вот так вот делают только куски пластика. Смотрите, что здесь наделали. Это байка, это я не знаю что. Нагрели феном всю пластмассину, вот эту вот здоровенную, и пытались в центре что-то запаять. Грели аж, блядь. Сейчас покажу. Вот так вот. Для чего это все грелось, я не понимаю. То есть, если трещина была где-то здесь, то есть, блядь, надо было просто взять и запаять. Тем самым сделали вмятину, а потом эту вмятину на клей приклеили куски пластмассы, блядь. Это, ну, это уже какие-то такие местные. Да, кстати, хотел показать, чем заклеена вот эта вот бочина. То есть, я вчера... Видно, да? Вот с нее пластики, которые были наклеены. Явно это не мотоциклетный пластик. Во-первых, его толщина гораздо тоньше, чем мотоциклетный. То есть, смотрите, вот для сравнения вам. Видно, да? То есть, гораздо тоньше. И смотрите, что происходит. Все, он просто как, не знаю, блядь. И смотрите на этот пластик. Хрустит только краска. Он не ломается, гнется, то есть резиновый, пружинистый. Ну, его можно сломать тоже, он лопнет, если сильно загнуть. Но вот эта херня лопается вообще моментально. То есть, как бы, это нельзя так делать. Неоднородным пластиком, блядь, соединять, блядь, жесть просто. Я в шоке, что так вообще делают в Москве. То есть, где, но, блядь, за такие деньги, за которые делается в Москве, должно быть сделано вообще все охрененно. И то же самое, вот эти вот ваши подклейки, кто многие делают, какую-то херню, жидкие гвозди мажут, там еще что-то. Клей, он не спасет. Ну, не то у него свойство. Ладно. Так, кто помнит эту детальку, вот я начинаю ее потихоньку выводить. Сейчас шлифую ее болгаркой, не знаю, видно тут. Так вот. Вот, все сделали. Вот это пластик, который был разломанный, самодельный, то есть. Теперь он смотрится вот так. Эта часть полностью, считай, самодельная вся. Ну, я думаю, вряд ли кто-то невооруженным глазом увидит, что с ней что-то не так. Всем привет. Так, новый день у нас. Морду сегодня будем делать. Ну и жопу доделаем. Вот я ее накинул из двух половинок вчера. Сейчас немножко прогрею феном, чтобы она уселась на свои места, чтобы не было ничего кривого. То есть она сама сядет куда надо. Как-то так. В принципе. Все у нас сошлось, все по швам сошлось. Видите? Дырки, швы. То есть сейчас буду уже дальше допаивать все. Видно, где-то просвечивается сквозная. Ну, в принципе, как-то так. Вот она уже появляется, жопа. Ну что, сегодня я делал жопу. Вот. Ну, не накидывал ее. Стопак уже все сделал. То есть, как бы уже все вставил, прикручивал, крепление, все надевал сюда. Все, стопак становится, все идеально, ничего не болтается. Уже успел, блядь, поколотить, чтобы посмотреть, ничего ли не лопнет, ничего не лопается. Прогрел. Смотрите, еще такая штука.
вы спаяли пластик, он может немножко его может повести, как и металл при сварке. Наживляете его, затягиваете болтики, берете какой-нибудь фен или там паяльную лампу, то есть что-нибудь, и нагреваете пластик, чтобы он стал теплым, горячим, но не расплавляете. То есть как бы просто горячим, особенно все швы. Все, прямо слышно, как он щелк, где-то пощелкал, так, короче, как хрустнул, но не хрустнул, как бы он сел на свои места. Вот. Посмотрели потом все, если все нормально, значит все сидит на своих местах. То есть как бы сейчас пытаюсь морду сделать. Вот. Пошел уже очертание, форма. Завтра буду воздухозаборник вот этот обляпливать, а переднюю часть буду делать, когда фару, в принципе, сделаю. Ну, может, начну и пораньше, потому что здесь большой кусок не хватает. Может, его и сделаю, а потом уже приедет фара, до конца доделаю. Кому интересно, на моем канале есть более подробное видео на эту тему. Так, вот хотел показать, приехал ко мне щиток на ремонт. То есть, как бы, почему я говорю про сетку, что ее не надо перегибать и много сеток паять. То есть, смотрите, весь он пропаян сеткой. Видите, да, сетка везде. И теперь, то есть, его отремонтировать фактически нереально. Ну, как нереально? Реально, конечно, но то есть гораздо труднее, потому что приходится нагревать помимо пластмассы и сетку, и все. Но толку, то есть все было пропаяно сеткой, и все равно все лопнуло. Поэтому армирование сеткой не становится ничего прочнее. Если пластик лопается, сетка просто рвется. В придачу здесь сетка просто дубовая, стальная. В придачу, смотрите, о чем я говорил, она ржавеет. Видите, да, она вся ржавая. То есть это очень плохо, потому что рано или поздно, естественно, она становится и хрупкой, и лишняя ржавчина течет на ваш мотоцикл. То есть нахрена это надо делать везде? Вон все, что пропаяно, все ржавое, все крепления, все в ржавчине. Еще тут кусок сделан из стеклоткани. То есть здоровенная валбука такая, блядь, в ней здесь воздух, она разламывается, лопается. Короче, стеклоткань полное говно, если честно. Ну, то есть, понятно, что если вся деталь была бы из него изготовлена, еще куда ни шло. А вот этот кусок наваренный, теперь, получается, и здесь нельзя ничего сделать, только клеем каким-то или шпаклевкой мазать. То есть, припаяться к стеклоткани нельзя. Ну и то есть, либо весь кусок этот надо выпиливать и вставлять вставку из пластика, что я, в принципе, делать не буду, потому что слишком много работы, то есть цена не стоит того. Вот, пропаяю как получается, но паять, я говорю, старую сетку лопнувшую, и смысла нету, от нее уже, получается, смысла никакого, а вытянуть ее тоже нереально, ее греть и вытягивать, это, блядь, весь щиток разбомбить. Короче, запаяю как запаяется, то есть... Хотел показать, что сетка это не всегда что-то прочное, и оно типа будет... В придачу, смотрите, оно могло лопнуть не по сетке, а в другом месте. Но лопнуло оно именно по сетке. Потому что надо было пропаивать с двух сторон и мешать пластик, как я объяснял, то есть как бы в других видео. Сетку можно вставлять вот на эти краешки, то есть ее поставлять, чтобы шов не расходился, чтобы, так сказать, в концах были где-то сетки. То есть сетку надо втапливать полностью и закрывать ее полностью пластмассой, чтобы она не ржавела. А лучше использовать латунную сетку и не такую вот дубовую, как эта, потому что эта сетка, очень толстая стальная сетка, в передачу которую тоже порвала. Так же, как от пластиковой шпаклевки, которая вся лопается при малейшем изгибе. Хоть пластиковая она, хоть не пластиковая, нет у нее эластичности никакой. Лопается она, как и все остальные шпаклевки. Вся она была в трещинах, все здесь было в трещинах, то есть вся шпаклевка полопалась, потрескалась. Вот здесь был сантиметровый слой этой шпаклевки. То есть что они выводили, я не знаю. То есть, наверное, и с этой стороны тоже шпаклевка наложена, еще не шлифовал, посмотрим потом. Здесь тоже все зашпаклевано, в придачу даже нету углубления. Вот с этой стороны, видите, то есть прямо все. А с этой стороны полукруглая. То есть как бы даже не вывели нормально. Смотришь на щиток спереди, вот оно видно. Правая сторона идет с полукругом, а левая сторона просто прямая. То есть человек, который... потому что стеклоткань сделали, впадло было шлифовать. Здесь бугор на стеклоткани. Вот он виден прямо бугор, такой шишка. Не знаю, может на 3 миллиметра выше, чем эта сторона щитка. То есть сделан просто ужасно. Поэтому и стеклоткани, и сетки, все это кривое говно. Лучше делать все пластмассой, которую можно нагреть, подровнять, переплавить, еще раз расплавить. Ее 500 раз можно переплавлять, перемешивать. Пластмасса, она подлежит переработке. То есть вы ее расплавляете и заново выливаете из нее вещи. А сетка что? Она порвалась, и потом ее что? Вот так вот она торчит во все стороны, блядь, арматуры куски этой. И толку от нее никакой. Мусор. Просто мусор впаивайте в щиток.
сегодня мы будем равнять траверсу. Сейчас я ее нагреваю. Смотрите, вот видите, да, насколько она кривая. Одна сторона ровная, левая, правая. Видно, как ушла. То есть у меня есть кусок старой трубки вилки. Я ее сюда вставил, закрутил. Сейчас хочу нагреть вот эту часть и попробовать выровнять. Скорее всего, она поломается, хотя изгиб не сильно большой, возможно, что она и выровняется. Прогреть. Дали остыть немножко. Потом можно еще раз нагреть, еще подровнять. Не надо слишком сразу много тянуть. Такие сплавы, они очень хрупкие. Блин, мне неудобно держать. Так. Я в шоке, но все выровнялось. Вон от нее еще идет дымок. Очень сильно я ее нагрел. Так, хорошие новости. Приехал мне вот радиаторик новенький. Вот. Такой вот. Хорошо все запаковано было. Там, короче, уплотнители, все дела. Короче, купили китайскую фару. Начали собирать, ставить морду. В итоге обнаружили, что габарит, куда должен вставляться, на китайских фарах он не просверлен. То есть надо самодельную дырку сверлить. В общем, кому интересно, померили. Берем штангель-циркуль, меряем посадочное гнездо или место. Оно у нас показывает 14 миллиметров. Смотримся. 14 миллиметров. То есть все, в принципе, у нас есть сверло на 14 миллиметров. Вот оно у нас лежит. Сейчас мне его, наверное, подадут. Оператор, пожалуйста. Оператор. Пожалуйста, оператор. Нет, самое большое. Да, оно 14. Другого нету. Что показывает, или 14 тут будет, ну в районе 14, 13,5 должно все влезть, должно все подойти. Сейчас попробуем. Для сверливания, я думаю, что ничего не станет. Ну, попробуем. Вставляем под крючкомчик, все, она туда защелкнулась, как по заводу, как по маслу. Я сейчас столкнулся с проблемой с такой. Видите, да, коллектор, то есть посадочные гнезда, в них, ну, вот сюда сделал самодельное, то есть из меди, видите. То есть вот они колечки, я их всех достал оттуда. То есть по умолчанию, по заводу, они шли как трубочка. Они были толстые, то есть их вот расплющило. То есть как бы вот они лежат старые. Я их, в принципе, тоже вот это, наверное, ставить, может, и не буду. Ну, короче, хочу вообще поставить медные. В общем, начну сначала. Был у меня вот такой вот провод многожильный, видите. Достал я оттуда жилы. Пассатижами просто взял, за них потянул. Наплел таких вот штучек. Из 3 таких штучек плету косичку. Вот сейчас у меня как-то что-то не хватает. Тут надо будет немножко сейчас переделать. То есть тут такая вот косичка получается. Косичку эту сейчас обрезаю. Делаю кружок. В принципе, вставляю его вот сюда вот в паз. Ну а сверху хочу поставить все-таки родное колечко, чтобы эту медную шайбу там раздавило. Ну, ее и так раздавит. Но просто шайбочка вот эта старая, она будет понадежней. Можно ставить без нее. То есть ничего страшного не будет, если вот такое кольцо. Но это кольцо сделано неправильно. Видите, я его просто скрутил. И когда она будет усаживаться, при затяжке болтов, медь может, как сказать, разойтись вся. Поэтому лучше заплетать в косичку, чтобы не было расходов. Сейчас я доплету косичек, в принципе, и буду все ставить. Кому помог, палец вверх. Небольшой такой лайфхак, экономия 10-15 баксов. Вот, паранит прогорает, здесь температура не знаю точно сколько, но явно, что градусов 200-300 есть. Паранит до 200 градусов или до 180, по-моему, держит, читал я в интернете. Асбестовая нить может спасти, но как бы понимаете, что нитка это нитка, а медь это медь. Лучше поставить медное кольцо. Шайбы я не стал, можно, конечно, вырезать шайбы из листка меди, то есть еще чего-то. Ну, вот такой вот дедовский, так сказать, способ. Вот, из просто медного провода можно наделать самодельных вот этих таких колечек, то есть как бы все ужать. Должно быть все тип-топ, не первый раз делаю.
Все, в принципе, все, что хотел показать. Значит, такая беда. Варили уши на поддоне для крепления пластиков. Ну, то есть, как бы вот они вареные. Перегрело, естественно, то есть прокладка потекла. Значит, вот оно так все выглядит. Вот, значит, намазываю тонкий слой сюда, после чего надеваю крышку, наживляю все болтики и закручиваю их просто пальцами, от руки. Все. И оставляю до завтра. Завтра прихожу и затягиваю болтики как надо, чтобы герметик выдавило и образовала, ну, прокладка резиновая, чтобы ее раздавило. То есть сегодня я просто прикручу, поставлю, а завтра я приду и зажму, затяну, чтобы эту прокладку раздавило. Значит, меняем подклапанную крышку, подклапанную прокладку. Значит, мы решили поставить старую, потому что вроде как она еще более-менее. Ну и естественно, чтобы не попасть на промажем ее немножко герметиком. Вот. Герметика будем вообще самую малость добавлять. В общем, прокладка укладывается в свои пазы в крышке. После чего промазывается эта сторона, и я ее потом одену. То есть, видите, когда она туда вставляется, она уже оттуда не выпадет. Всем по чуть-чуть. Я зарядил герметик шприц, и хреново лучше взять, конечно, черный, чтобы он не отличался от прокладки. Но у меня черного, к сожалению, не было. И поэтому я буду вот этим. Дальше, значит, мы берем эту крышку, смотрим, убеждаемся, чтобы везде у нас прокладка была в своих местах, чтобы все кольца, все здесь попало, все здесь четко, все попало. Вот, все, везде она вся прилегает плотником со всех сторон. Надо аккуратненько ее одеть, чтобы не размазался. И мы берем наши 3 болта. Вот мы сейчас включили, посмотрели по мануалу. Затяжка данных болтов идет на 12 ньютон-метров. Вот, тут тоже все почистили, резиночки, тут посадочные почистили, чтобы, ну, мало ли чего, ничего не текло. Ну и пытаемся пока что хотя бы вот так вот наживить это все. Их два, синий и красный. Красный типа не откручиваемый, но на самом деле он тоже откручивается. Синий типа для того, чтобы, ну, если болты более-менее часто раскручиваются, закручиваются, то на синий ставится. То есть эти болты стояли на красный, потому что, естественно, никто не подумает, что полезут. Ну и сюда, если полезут, только менять эту резинку. Явно, что не чистить что-то. Вот, поэтому это все стояло на красном. Буду мазать красным. Например, тормозные диски на мотоциклах стоят на синем. То есть, как бы, вот. Ну, то есть я тоже больше сюда, наверное, не полезу, поэтому мажу на красный. На них даже видно, что... Сейчас покажу. Красная стружка, видите?
вот что у меня получилось. Амортизатор тоже прикрутил, цепь накинул. Вот, сейчас поставлю на заднее колесо, соберу переднюю траверсу. Значит, ставим защиту цепи, вот эту вот штуку, если она у вас есть. После чего ставим хайгер, если он у вас есть. Да, кстати, допустил ошибку, прикручивая хайгер вместе с защитой цепи. Обязательно мажьте резьбовым герметиком, уже показывал. Либо красный, сюда можно ставить красный, либо синий. Если болты часто выкручиваются, лучше ставить синий. Если болты ставятся один раз и навсегда, то красный. Вот. Ну, это не значит, что на красном герметике они потом не выкрутятся. Они потом выкрутятся тоже легко. Короче, опять проблема, блядь. Заводим мотоцикл, он заводится, работает по-разному и глохнет. Даешь газу, сразу же глохнет. Не даешь газу, работает. Фу, блядь. Сергей Нигерин с обзором. Сегодня люди ежедневно... В общем, не уходило топливо, не забирал он топливо. Накачиваешь ключом, бензонасосом,
он заводится, работает. Карбюратора все вышло. Ну, шприц подключали большой, то есть, как бы, или бутылку можно подключить. Ну, видно, что не уходит и глохнет. Опять там дунешь в нее или ключом накачаешь, будет работать. В общем, вычислили, что это реле бензонасоса. Здесь их два. Одно не реле, в одном стоит диод и транзистор, одно реле. Вот это реле бензонасоса, это реле поворотников. Это вот тоже как бы реле бензонасоса, но это не реле. Это, то есть, как бы, ну, называют его реле. В общем, заказал новое. Вот, заказал новое. А сегодня приехал, поставил старое, все работает. Смотрите прикол. Вот провода. Видите, да? Синий, белый, ну, черно-желтый, черно-белый, черно-желтый. Вот. В итоге провода были перепутаны. Вот. Из-за этого думал, что сгорело реле. По схеме центральный провод во всех мануалах везде черно-желтый. А на самом деле надо ставить черно-белый. У всех людей, которые ездят на этих мотоциклах, то есть как бы у них стоит посередине черно-белый провод. Выгорает в них диод, и чтобы обмануть этот диод, то есть можно два проводка, черно-желтый и черно-белый, поменять местами. И без этого реле оно будет работать как бы напрямую, ну, подкачивать, потому что управляется все синим проводом, минусом. Минус идет на мозги, точнее в нем идет плюс, но когда надо, мозги выключают плюс, и тем самым, то есть отключается у вас подача топлива. То есть в принципе все легко тут завязано. В итоге подключил сегодня это реле, все заводится, все работает, прокатился, бак поставили, сейчас буду дальше собирать. Вот. Реле стартера скоро приедет, и тогда он будет заводиться с кнопочки, а пока что напрямую проводками. Сейчас попробую завести. Короче, дособирал я наконец-то этот мотоцикл. Сейчас буду пробовать завести. Он у нас не заводится, будет заводить проводом его. Приехала сегодня долгожданное мое реле. Не заводится у меня он с кнопочки, ну потому что реле стартеру хана. Ставлю и будем пробовать завести. Вот, будет у меня радость, поеду сегодня кататься. А то надоело мне заводить его, блин. Вон, видите, лежит провод. Ну, и напрямую проводом на стартер кидаю, то есть, потому что, ну, с толкача, либо так вот заводилось. Ну, все сделал, все прикрутил, все поставил, клемму надел. Пробуем. Давай, родной мой. Так, держим. Вскрываю тубус, а оттуда посыпалось. Сюда не хочет. Вот так. Вот они, значит, наклеечки. Все, в тубусе пусто. Еще раз, у кого заказывал. Сейчас будем смотреть, нормальную штуку они делают, нет. Но, по-моему, размеры очень маленькие. Ну, ладно, крылышки на бак есть, уже радует. Вот, уже будет видно, что это Honda. Что у нас вот здесь? Да, ЦБР, есть наклейки. Не на ЦБР-ку. То есть такая с переноской в придачу сразу. На переноске все это очень радует. Это лучше, чем... Так, это переходные. На этом мотоцикле зайцем не прокатишься. Ихней конторы название. 600. Подготовка поверхности. Это как клеить. F-ка. Все по раздельности, конечно. Я ни разу таким не занимался. Сейчас посмотрим, как что тут клеится. Все. Вот такая вот получается, такой вот набор. Стоит он у них 3500. Вот эти две наклейки, нет, это не от них. Это отдельная вообще тема. То есть, в принципе, вот так получается. И сейчас будем клеить вот на этот.
не знает, как клеятся наклейки. Ну, вот эти наклейки, они идут с подложкой, как сказать. Короче, вот смотрите, отдираешь наклейку, сверху на ней переноска называется. Типа скотча, такая прочная хрень. Вот, наклеиваешь наклейку, я ее еще не разглаживал. Вот видите, да, она поднята. То есть я только вот прикладываю ее. Блин, идут этими самыми волнами. Надо приподнять. Тяжело на самом деле снимать и показывать, как это делается. То есть вот таким вот макаром. Так, не пошло. Все, теперь нам надо. Когда вы наклеиваете большие наклейки, можно обрызгать покрытие водой и наклейку клеить прямо на воду. А потом наклейка разглаживается, вода вместе с пузырями воздуха выходит. Когда вода высохнет, она приклеится. То есть и пока она плавает по воде, наклейка, она плавает, она не липнет. И пока она плавает, вы ее можете волнами, там, если вам где-то надо, то есть когда большие делаете. А после всего этого, когда она высохнет, желательно прогреть наклейку, ну, чем-нибудь нагреть ее, то есть либо на солнышке, чтобы постояло, либо феном прогреть деталь. То есть тогда в последующем она не будет у вас сползать, отклеиваться, и с ней не будет ничего происходить, она будет долго-долго держаться и будет хорошо висеть. Сейчас уголок этот, вот, все. Все, и смотрите, что у нас получается. Переноска снимается, а наклейка остается. Оп. Вот так вот. Друзья, раз вы до сих пор тут, значит, вам было интересно. Нажимаем палец вверх, подписываемся на канал, жмем на колокольчик.